Всем привет! Меня зовут Роман Савченко, и я преподаватель гитары в школе Signon. Сегодня я вам расскажу про очень интересную серию гитар от компании Ibanez, которая называется AZ Essentials. И эта модель предназначена специально для начинающих гитаристов и тех, кто только вступает на этот путь гитарного мастерства. Давайте для начала просто расскажу, собственно, про основные спецификации инструмента. Перед нами, собственно, такая гитара такой стандартной формы Stratocaster, но все-таки чувствуется такое влияние японского бренда, и тут очень много всяких интересных фишек, которые делают этот инструмент достаточно современным и интересным по звучанию. Корпус у нас сделан из тополя, гриф из клена. И накладка на гриф у нас из такого интересного дерева етоба. Если честно, я сначала подумал, что стандартный палисандр, потом залез, прочитал, нет, все-таки етоба. Давайте я вам расскажу про самые главные фишки, которые отличают этот инструмент от стандартного стратокастера, привычного нам. Наконец-то люди догадались и сделали вход без всяких шестигранников, винтов и так далее. Это реально огромный жирный плюс, потому что лично я постоянно занимаюсь тем, что подкручиваю входа на своих гитарах. Здесь ничего нет, нечему раскручиваться, то есть очень классный вход. У нас очень классная ибанезовское крепление грифа и деки, да, такое скругленное, ничего не затрудняет ход руки, очень удобно играть в верхних позициях. Это тоже реально очень классное такое дополнение к стандартному стратокастеру, потому что квадратная пятка, она, будем честны, не всегда является очень удобной. Тоже одна из основных таких фишек этого инструмента – это колки, у которых очень интересное такое строение, в том плане, что они не затрудняют смену струн. Здесь у нас такие колки открытого типа. Очень удобно менять струны. Это та рутина, которая предстоит вообще любому гитаристу всю жизнь. И такие колки немного облегчают этот процесс и делают его чуть более приятным. Визуально гитара напоминает стандартный стратокастер. Но все-таки голова грифа у нас осталась от японского бренда, да, мы видим фирменную голову компании Ibanez, но с слегка такими закругленными формами. Мне кажется, это такая стилизация под винтаж, которая, как по мне, очень удалась. Лично мне, чисто эстетически, очень нравится эта голова грифа. То есть компания немножко ушла от таких острых форм, слегка их закруглила и выглядит очень в стиле. Здесь мы имеем очень такой удобный бридж с закругленными седлами. Это реально очень удобный бридж. Рука абсолютно не чувствует никакого дискомфорта при игре. И нету никаких торчащих винтов или еще что-то. В общем, никаких неудобств не испытываешь при игре. Это действительно очень важно, особенно когда человек еще только ставит себе технику, когда он только начинает обучаться. Важно, чтобы вам ничего не мешало и ничего вас не отвлекало от самого важного, да, от игры на инструменте. Гриф гитары имеет слегка укороченную мензуру, она 25 дюймов. В отличие от стандартной 25,5. И эти полдюйма реально делают свое дело, и какие-то растяжки становятся действительно такими простыми, и то, что мне казалось сложным на других гитарах, здесь особо не вызывает никаких сложностей при исполнении. На этой гитаре мы имеем лады средней высоты, и это отличное решение для начинающих гитаристов, потому что на бюджетных гитарах часто устанавливают такие очень высокие лады, которые приводят к тому, что часто, когда человек неопытный, и он слегка сильнее давит на струны, чем нужно, и это приводит к тому, что гитара всегда звучит немного расстроена. Здесь лады средней высоты, и этот момент как бы немножко отходит на второй план, и это очень удобно, особенно для начинающих гитаристов. Еще из таких небольших, но приятных особенностей, обратите внимание, какие здесь крепления для ремня.
С такими креплениями сложно вообще представить, что у вас когда-либо гитара может упасть или соскочить как-то с ремня. Они реально очень напоминают прям стреплоки, да, такие, которые уже докупаются отдельно. Мне кажется, с такими креплениями вообще можно ничего не покупать, потому что сложно вообще представить, что эта гитара может как-то сорваться с ремня. Это реально такой тоже приятный плюс. Снова перенесем наше внимание на деку инструмента и поговорим про что у нас, какие крутилки у нас здесь есть и какие звукосниматели. В бридже у нас стандартный хамбакер, средний звукосниматель и нековый, это 2 сингла, ручка громкости, ручка тона, 5-позиционный переключатель и вот такой вот волшебный тумблер. Это новая такая система, разработанная компанией Ibanez, которая на их официальном сайте называется Dynamix 9. И с помощью этого тумблера, да, мы можем добиться до 9 разных вариаций подключения ваших звукоснимателей. То есть, если честно, я с таким вообще впервые сталкиваюсь. Реально очень много разных звуков, разного звучания, что делает этот инструмент очень вариативным. Давайте их послушаем сейчас. У меня в руках модель AZES40, и у этой модели в бридже установлен хамбакер. Если вам нравятся такие стили музыки потяжелее, так скажем, то советую рассмотреть этот вариант инструмента. Плюс здесь есть еще тремоло. Также у этой серии есть другая модель, которая называется AZES31, она стоит сзади меня, и у другой модели там уже в бридже установлен сингл, и тремоло там уже никакого нет, просто фиксированный бридж, но с такими же приятными закругленными седлами. Модель, которая у меня в руках, имеет 3 варианта расцветки, голубой, мятный и черный. Модель с синглами имеет 2 варианта расцветки, это красный и бежевый. Хотелось бы еще рассказать про общие впечатления от звучания инструмента. Ребята любезно предоставили мне инструменты за несколько недель до наших съемок, и я успел их так пощупать, так скажем, попробовать в разной музыке, попробовал позаписывать, посравнивать. И общие впечатления сложились реально очень приятные. На гитаре очень удобно играть из-за укороченной мензуры. Очень легко прожимаются струны, и мне кажется, это огромный плюс, если вы выбираете инструмент, скажем, для подростка или для ребенка. Это прям действительно ему очень сильно поможет на этом этапе обучения. Плюс всякие бенды, подтяжки делаются очень легко на этом инструменте. И общее звучание, я бы сказал, что оно такое достаточно сбалансированное. То есть мы в целом имеем у этой гитары звукосниматели от компании Ibanez, и они звучат очень сбалансированно, динамически очень ровно, при переключении нету сильных перепадов, и общее звучание инструмента, несмотря на то, что инструмент такой достаточно винтажный, но все-таки он сделан в 21 веке, и есть такой характер айбенезовский в звучании, что делает этот инструмент таким достаточно современным и подходящим для разных задач. То есть в целом на этой гитаре можно представить, что вы играете и какой-нибудь там блюз, и рок, и даже джаз в целом будет очень уместно звучать на этом инструменте, поэтому он реально может подойти очень большому количеству гитаристов.
Плюс еще хотел бы отметить реально очень хорошее качество сборки. Несмотря на то, что инструмент находится в таком достаточно бюджетном ценовом диапазоне, он очень хорошо сделан, реально чувствуется внимание к деталям, к сборке. Здесь мы имеем очень приятные такие лады, которые не торчат, а это очень частая история вообще для бюджетных инструментов, что они требуют какой-то доработки мастера после их покупки. Этот инструмент можно вот сразу купить и сразу на нем играть. Это ощущение реально, что ты держишь в руках какой-то прям, такой профессиональный инструмент. Мне кажется, немаловажным влияние вообще всей этой линейки, да, то есть линейка AZ изначально разрабатывалась, да, для как такой топовый достаточно сегмент в компании Ibanez, и мы можем встретить огромное количество артистов, которые играют на этой серии гитар. И мне кажется, немаловажным, что вот эта серия Essentials была выпущена именно от этой линейки гитар Ibanez. Вот это влияние профессиональной, так скажем, индустрии реально чувствуется в сборке этого инструмента. Если вы находитесь в поисках инструмента в таком достаточно бюджетном ценовом диапазоне, то я всячески советую вам обратить внимание на эти гитары, эту серию компании Ibanez. Она действительно сделана очень качественно, видно влияние и надзор хорошего гитариста и преподавателя Томаса Фуджиты. Здесь есть очень много всяких фишек интересных, которые заслуживают внимания. И если вы находитесь на этапе именно обучения и хотите начать играть на гитаре, этот инструмент, я уверяю вас, сделает этот путь очень приятным, и ничто вас не будет отвлекать от самого главного, от игры на инструменте.